Представители знака зодиака Дева, приветствую вас. Второй расклад. Что прояснится и что будет дальше? К чему все идет? Какая правда откроется? Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Вторую на неделю с 31 марта по 6 апреля. Давайте узнаем подсказки карт. И, конечно, останемся реалистами. Любой таро расклад или прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но мы не выносим вердиктов, мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Иными словами, надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, какие-то подсказки вы получите, глядя на метафору карт. И вначале цыганский старинный пасьянс, никогда не знаешь, что совпадет, маленькие карты с их рандомными значениями. Давайте предположим, жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, для вашего знака зодиака события ближайшего будущего, события ближайших дней. И пусть неделя не такой уж и большой срок, но иногда бывает и так, что каких-то пару дней играют такую весомую роль в нашей жизни, едва ли не больше, чем год. Так тоже бывает. Итак, с чем же это будет связано? Что нам подскажут? Ну, буквально карты торопятся. Смотрю я, смотрите и вы тоже. Что совпадает? Я же вас хочу пригласить на свой сайт. И я оставлю ссылку в описании под видео. Он, правда, будет, эта статья, и сайт будет доступен с 26 марта. У меня есть статья «Лилит. Черная луна» в Скорпионе. Это тот период, который с 27 марта. И продлится он практически до конца года, до 20 декабря. И какое влияние окажет этот транзит на ваш знак зодиака? Кому интересно, я приглашаю, потому что что-то нам все равно есть смысл учитывать. Вот смотрите, мои дорогие девы, у вас 3 карты мы с вами достали, и у вас совпадает. Книга, да, я вот ее сложила, это официальные учреждения, это где-то чиновники. Или то, что, возможно, мы оформляем, проясняем, мы можем пойти по юристам, адвокатам. Есть тот вопрос, который нужно сделать грамотно и в рамках закона. Но есть еще и такой момент, когда у вас тут совпадает замок. Это имеется в виду какой-то закрытый путь. Может быть, буквально куда-то вы собирались поехать, а переиграете, передумаете. Или какой-то человек, который собирался к вам, но тоже передумал, не поедет. Переносятся какие-то даты, переносятся в связи с тем, что не получили, к примеру, в определенной инстанции какой-то важный документ. У кого-то, может быть, сделка, у кого-то переезд, визу не получил, может быть и так. Какие-то согласования прошли. Или можно переложить и по-другому, это вы собирались к определенному чиновнику, вы приходите, а его нет. А с другим вам не хочется начинать все заново и всю эту историю с нуля вам ему рассказывать. Ну вот поэтому переложите этот тонкий нюанс. Поэтому воспринимайте что-то спокойно. Давайте посмотрим, что же дальше. Конечно, это может свидетельствовать еще и о том, что, мои дорогие, вы закрываете словно путь куда-то. Может быть, вам и не хотелось, наоборот, куда-то отправляться. И вы будете даже рады, вот я так вижу, и такой момент, что вам не придется как раз отправляться, может быть, в какое-то учреждение или проводить какие-то согласования. Вы можете получить известие, что, к примеру, вышел к закону какой-то подзаконный акт, и теперь вы можете какое-то дело осуществить проще и быстрее. Или когда прошел, может быть, какой-то документ, да, для того, чтобы получить дальнейшее какое-то продвижение, ну или решение вашего вопроса. И тут часть тех действий, которые вы себе намечали, они тоже как сами отпадают. Почему я так говорю? И здесь я вижу что-то со знаком плюс, потому что вот этот код, который я сложила, да, и это все в самом начале, поэтому где-то понедельник, вторник, среда, так если мы переложим немножко на события именно этой недели, вот в эти дни может что-то закрутиться через информацию, когда действительно какой-то вопрос даже может решиться именно потому что, ну, вы либо прежде сделали что-то хорошо,
и в то же время оставляли какой-то запасной аэродром, или когда в первом рассмотрении вам, ну, уже есть возможность получить либо бумагу, либо какое-то решение, документ или подтверждение то или иное, потому что это хорошее настроение и флирт, мои дорогие. Смотрим дальше. Но будьте внимательны, потому что у вас еще одновременно, если мы по второму смотрим варианту, то есть вот этот столбик короткий, у вас совпадает змея. И змея – это когда за вами кто-то наблюдает. Поэтому держите марку, держите как руку на пульсе, так и буквально приклеивайте ухо, может быть, к тому, что говорят люди. Приходится анализировать. Змея, она наблюдает. Это знак мудрости, но все же в этой колоде это те люди, которые не проявляют себя активно, которые могут что-то задумать и просто ожидать подходящего момента. Поэтому вас что-то радует, но, видимо, не время для каких-то бурных эмоций. И тем не менее у вас выпадает еще вот этот узел, это прочная связь. Прочная связь, она может проиграться как и по работе, вопросы, контакты, коллеги или какие-то важные решения. Конечно, это может проиграться и прочная связь в личной жизни. Есть, значит, та персона, с которой у вас будет продолжено не только общение, но и какое-то плодотворное сотрудничество. У вас выпадает солнце. И я все же могу предположить, что, правда, либо пусть это через информацию, либо это когда вы пришли, допустим, получать какой-то документ и предполагали, что, а нет, не получится, или меня сейчас снова отворот-поворот и скажут, еще 5 каких-то бумаг принеси. А тут нет, тут что-то быстрее решается. Вот я именно так вижу. И это неспроста, мои дорогие девы, потому что вот это солнце свидетельствует о том, что не теряя времени даром. Для тебя начинается тот жизненный период или та жизненная траектория, когда ты, как путь к солнцу, ты можешь осуществить какое-то свое важное намерение. Но этим придется буквально заниматься постоянно в течение 6-8 месяцев. Иными словами, путь к солнцу. У кого-то это будет сопряжено с решениями вопросов по части вашей семьи. Или пусть вы даже один или одна, значит, это может быть связано с недвижимостью или с вашим домом, место вашего пребывания. Для кого нет места еще пока постоянного пребывания, значит, в принципе, здесь вот эти как раз согласования или какие-то переговоры, разговоры. Но я так вижу, что у вас есть какая-то поддержка. Вы можете решить, потому что рядом с этим солнцем у вас еще выпадает костер. Костер – это и есть наши домочадцы, с одной стороны, все те, кто в доме, или вы сами, но это и буквально стены, то место, где мы находимся, или там, где мы планируем находиться. Может быть, это связано с переездом или какой-то поездкой. Шикарно, мои дорогие девы. Потому что в конечном итоге последнее у нас значение, которое совпало в этом пасьянсе, это колчан со стрелами. И это означает полное исполнение желаний. Ну, уже насколько полное, останемся реалистами. Конечно, тут у каждого по-своему, но вроде как не одно желание, а знаете, как что-то удачно состыковывается. Или какая-то, может быть, оказия выпадает, или вы встречаете нужного человека, получаете, возможно, нужную информацию. Словно пространство Вселенная вам помогает на этой неделе. И поэтому, ну, замечтаться, мы сказали, змею мы никуда не денем, правда? И поэтому, если вы встречаете какое-то противодействие в свой адрес, или, ну, вы не всем нравитесь, например, да, потому что, ну, может быть такое прохладное, какое-то с виду равнодушное отношение к тем вашим проблемам, заботам со стороны, ну, к примеру, даже чиновника. Вы ему рассказываете что-то, пытаясь решить свой вопрос, а он как будто вас полухо слушает, ему как будто вообще не до вас, но он на какой-то своей волне. Но просто знаете, чиновник вас скорее будет слушать очень внимательно,
но по какой-то причине он может даже вам завидовать, или вашему внешнему виду, или он может думать о чем-то своем. Ведь мы ведь не знаем, правда, что стоит за личной жизнью каждого из нас, в том числе и чиновников. Мы к ним приходим со своими вопросами, а он сидит, вроде нам на наши вопросы отвечает, а думает о чем-то о своем, а у него, может, этих проблем еще и, боже мой, вагон и маленькая тележка. Поэтому будьте непредвзяты и где-то не реагируйте эмоционально, даже на такие моменты, когда, не очень-то нас как-то радушно встречают. Для вас это не имеет значения. Здесь словно пространство Вселенной для вас открывает какие-то возможности. И повторюсь, либо у кого-то это с бумагами, у кого-то это будет с оформлением связано, либо с важной информацией. Пока я с вами разговариваю, мои дорогие девы, я смотрю, что еще совпало, и в этом пасьянсе мы можем с вами сложить все те значения, которые выпадают по горизонтали, вертикали в крайних рядах. И я не вижу, должна сказать, чтобы что-то у вас нету, теперь уже вижу. Правда, вам тут как по судьбе, я уже это где-то сказала, и у вас совпадает крест. И крест – это та самая судьба или помощь высших сил. Поэтому удачное время может быть на этой неделе. Или какая-то информация к вам приходит, которая она вам нужна. И при этом, кстати, еще вижу одно совпадение. У вас совпадает меч, и это одновременно пересекается, то есть в крайних рядах. И также змея. Это как раз может означать тот контекст, который я говорила, вас чиновник, предположим. Ну, пусть не чиновник, какое-то другое лицо. Вас воспринимает не так радушно, как вам бы хотелось. Может быть, это будет сопряжено и с тем, что вот эта змея или какой-то человек, может быть, даже недоброжелатель, вы его вычисляете. И очень будет хотеться сказать все то, что вы думаете. То есть называется «накипело», «наболело». А вот этого не следует делать. Потому что всегда нам говорят, лучше храни молчание, будь сам вот этой самой змеей. Где-то и ты затаись, будь гибче, будь хитрее. Не давай, может быть, человеку информации, что вы его условно раскусили, поняли его какие-то коварные планы, но при этом сами оставайтесь более внимательным. Тогда у вас человек как на ладони. Вот такая подсказка тоже может быть. Хорошо. Так что же прояснится, с чем это будет связано, что это информация, документ, о чем нам расскажут карты. Мы дополним на Таро этих значений. Раскроем. Может быть, сферу жизни. Итак, что же прояснится, какая правда у вас откроется? Неожиданности, неожиданные события, добрые события или то, что вас обрадует, мои дорогие девы, что вас приятно удивит. И если у нас как правда откроется или что проясняется, какой вопрос, сфера жизни, так вот, а что дальше следует, к чему все идет? И вопросы ваших достижений, работы, профессиональной деятельности и денег. Следующая карта – личная жизнь и любовь. Так что же прояснится? Вот интересно. Шикарно. Я думаю, даже если вы не знаете вообще карту Таро, то карта Солнца, она говорит, солнце, да? Это как свет, это как тепло, это как возможность, это как прогресс, это как исполнение мечты. Вот на кону, вот все то, что я говорила, правда? И вы знаете, тут может быть такое, как столкновение с человеком или реакция человеком, у человека. К примеру, вы могли подходить для того, чтобы решить свой вопрос, действительно к какому-то вышестоящему лицу или какому-то, может быть, и чиновнику. И он вам уже задал прежде траекторию, что нет, не получится вот так быстро и легко, что вот подобные вопросы там решались через какие-то проволочки. Так не может быть, потому что не может быть никогда. Или я не знаю, какие там еще причины. И здесь чиновник может быть буквально или какой-то человек раздосадован тем, что ваш вопрос решается быстрее. Или, может быть, когда у вас что-то проясняется. Может быть, это и касается вашей работы. Или, если мы говорим о прогрессе, ведь, опять же, карта Солнца выпадает, и, значит, есть то ценное, полезное, что именно следует не просто продолжать, а уделять этому много внимания и проложить какую-то стройную стратегию, тактику по этому вопросу. Вроде как вам судьба
Вселенная, высшие силы, назовите как угодно, открывает вот этот фарватер или какую-то возможность, и вам нужно за это ухватиться и продолжать. И это что-то радостное. И здесь у кого-то может, как я уже говорила, по бумагам, по чиновникам, по работе, по вашему бизнесу, а у кого-то и в личной жизни тоже. И тогда и в личной жизни какое-то противостояние, опять же, у нас есть змея, но не все способны радоваться за вас. Примите это как данность. Давайте откроем сразу, к чему же все идет, что будет дальше. Вот мне интересно. Но тоже я могу молчать. Кубки, туз кубков, карта радости, карта счастья, карта вдохновения, признание в любви. У кого-то, правда, через личную жизнь. И все то, что я говорила, это просто карта подтверждает. Хорошо, что же в неожиданностях? Радости, деньги, мои дорогие. Карта самодостаточности. Да, это, кстати, я называю эту карту эгоиста. И в этой колоде Таро иллюминатов очень красочно эгоист изображен. Обратите внимание, почему. 9 кубков, все блистает, позолота или золото, может быть, буквально, как и его богатые одежды, как и вот эти кубки, которые отшлифованные, как будто, да, сверкают, и даже портьера, которая как бы не спадает, она тоже цвета позолоты, но вроде бы яркого много, но обратите внимание, эгоизм имеется в виду что? Когда мы сами по себе. Вот этот темный фон, достаточно мрачная картина вокруг, если убрать вот эту всю позолоту. Поэтому такой тонкий нюанс. Ну, есть такая, может быть, как возможность, или есть такой риск остаться в одиночестве, или вот эта змея, да, когда лучше не устраивать нам с кем-то конфронтации, не наживать себе врагов. Тут действительно в неожиданностях какие-то у вас приятности по самодостаточности или по получению денег, или по получению новой должности предложили вам, а не кому-то другому. Именно вас заметил, допустим, руководитель, а не кого-то другого. И вот этот кто-то другой может затаиться. Но тогда примите к сведению, не создать для себя конфронтацию, это будет означать не нажить врага, буквально. Поэтому быть гибче вам придется, но в неожиданностях возможности или буквально получение денег. Добрые события. Или что вас приятно удивит. Но вы как отшельник, а отшельник – это мудрец. Вы, скорее всего, можете прийти к выводу, что нет, вот какая-то ваша именно стратегия, тактика, которую вы избрали, и это где-то перекликается со всем тем, что я только что сказала. Иду сам по себе и своим путем. И это для вас будет как доброе подспорье. Вы, может быть, прежде были где-то в этих энергиях, может быть, вы намеревались какое-то дело для себя как раз обустроить. И я могу предположить, на этой неделе у вас существует какой-то прогресс, и вы понимаете, чем меньше я людей оповестил или оповестила, тем благо для меня. Или чем прежде я не держала ни с кем или не держал ни с кем совет, никто обо мне не знал ничего, тем это мне больше помогает. Или я иду своим путем и тоже не собираю какое-то общественное мнение и надеюсь сам на себя. Отшельник надеется сам на себя. И, кстати, ведь это дервиш. Он не ставит вот эти материальные блага на первое место. Нет, здесь духовность в первую очередь. И помните духовность, если уж мы говорим, лунные узлы, северный лунный узел, на который мы все равняемся, находится в знаке зодиака Рыбы. И это и о наших каких-то более высокодуховных планах, это об интуиции, о нашей миссии, для чего мы пришли на планету Земля, мои дорогие. А южный узел, он как раз в вашем знаке зодиака, это то, что касается материализма. И вот где-то сочетание лунных узлов можно перенести на значение Таро. Поэтому соединить вам нужно возвышенное и земное, но возможности будут. И повод для радости тоже. Ваши достижения. Мы, кстати, можем застрять в каких-то своих предубеждениях. И это карта искаженного восприятия. Нет этой картины, которую прорисовал нам художник. Но она нам изображена, чтобы передать то, что чувствует девушка. А девушка имеет повязку на глазах. Она как будто смотрит вглубь себя. Поэтому не устраивайте сеансы самокопания и глубокой философии. Все лежит на повестке дня.
каждого дня. И если мы говорим возвышенное и земное, это отнюдь не глубокая философия на мелком месте. И интуиция – это совсем другое. Интуиция – это как высшее знание, это наш интеллект, который переложен на опыт. Тот опыт, который мы беспристрастно, безэмоционально взяли с собой из прошлого для того, чтобы не допустить каких-то ошибок и ляпсусов. Поэтому, опять же, все лежит в реальной плоскости. И, видимо, на этой неделе для вас это будет очень важно, чтобы не начать в себе самом сомневаться, а ведь есть как будто к этому предпосылки, что что-то не получается. Или пусть это для кого-то вот этот закрытый путь, как, сразу у вас не получилось какой-то вопрос решить, и вы уже где-то разуверились, потому что у вас не получается, а все карты нам говорят, а все равно получится. Пусть даже с какими-то отсрочками, задержками или каким-то альтернативным, мои дорогие девы, путем. Но у вас все равно это получится. Поэтому попросту карта говорит, первая карта Солнца, ты все правильно делаешь. Где-то скорректировать некоторые нюансы, может быть, и стоит. Но то, что вот это сомнение, или как будто уходим из реальности, а начинаем из прошлого что-то анализировать. Так вот, прошлое вам здесь абсолютно не помогает. Настройся на 6-8 месяцев прогресса. Вот об этом нам говорят карты. Личная жизнь, мои дорогие девы, Верховная Жрица. Очень схожи, кстати, энергии с картой Отшельник. Это то, что вы задумали, это то, что не знает никто. И обе карты – это ведь то, что вас буквально радует. Это обе карты о независимости. И это независимость, когда мы не пытаемся где-то продвинуть нашу идею или, настаивая на своем, очень хотим, чтобы приняли нашу точку зрения. Да нет, отшельнику ему вообще все равно, кто там о нем что думает. Самое главное то, что думает он сам. Да, он мудрец, он не относится эмоционально к тем процессам, которые происходят как и вокруг него, или, может быть, в жизни тех людей, с которыми его жизнь сталкивает. Он уже прошел какой-то сложный путь, и вот эти эмоции, они словно у него закончились, завершились. Богатый опыт. И значит, тут буквально ваш опыт вам как и помогает, так и может приносить какие-то добрые события, когда вы можете себя поблагодарить, что не ввязались в какой-то конфликт, например, вот буквально так. И вторит этому же Верховная Жрица, тоже карта независимости, когда мы буквально храним молчание и, значит, сохраняем наши собственные сильные какие-то возможности, и это каким-то образом мы в последующем будем преувеличивать. Может быть, это вы ищете какую-то информацию об интересующем вас человеке, или вы хотите осуществить что-то в вашей личной жизни, но тогда и карта говорит, ты пока никому ничего не афишируй. И слушайте свою интуицию. Кстати, аркан Отшельник, вот этот фонарь, это прообраз интуиции. И он по преданию включается ровно тогда, когда необходимо. Ваша миссия, мои дорогие девы, это действительно то, что вы должны явить миру. Что-то вы такое талантливо, красивое, хорошее должны создать. Вот есть какой-то высший смысл в вашей жизни, не просто на этой неделе, а для этого, наверное, вам помогают Вселенная или высшие силы для того, чтобы вы смогли какой-то осуществить проект. Если же, мои дорогие девы, есть вполне конкретное задание, которое вы хотите осуществить, и оно касается вашего личного бизнеса или какой-то реальной, в реальной плоскости это присутствует, тогда обе карты вам будут давать такой совет, с учетом, опять же, лунных узлов и выпавших карт. Не подавайте вашу идею, когда она как будто нужна лично вам. Или не пытайтесь кому-то доказать, что это, к примеру, рационально, или это выгодно, или больше прибыли получите. Нет, подавайте свою идею, что это будет выгодно людям. Подавайте свою идею, что это будет служить какому-то прогрессу, взаимопониманию, может быть, миру буквально, тому, что будет где-то делать людей, либо жизнь людей более комфортной. Все зависит от того, что вы позиционируете, да. Иными словами, оформите вашу идею с позиции, что это будет полезно и нужно всем. И тогда вот это солнце практически у вас
в кармане. Можно это где-то переложить на эту змею и сказать: вот змеи, будь гибче самому себе. И тогда перед тобой открываются неограниченные возможности, причем во всех сферах жизни. Не совсем, конечно, Верховная Жрица карта про любовь, хотя я могу допустить, что какая-то ваша более независимая позиция, даже пусть и есть любимый человек, есть семья, но, мои дорогие девы, значит, какой-то круг вопросов, который касается именно вашей мечты, к примеру, или задуманного вами, то, что вы хотите осуществить, будет активно проигрываться на этой неделе и, возможно, через альтернативные события и возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.